Это произошло в Черном море в августе 1943 года с подводной лодкой «Ща-215» под командованием Михаила Гришилова. 5 дней советская субмарина находилась на боевой позиции в районе Босфора в ожидании вражеского транспорта, хотя по данным разведки конвой должен был проследовать в первые сутки. После нескольких дней ожидания даже у опытных моряков сдавали нервы. Весь экипаж «Щуки» пребывал в уверенности, что вражескому судну уже удалось пройти незамеченным. Но командир приказал ждать до последнего. Интуиция не подвела командира подводной лодки. После 5 суток напряженного ожидания акустик наконец доложил. Лево 140. Слабо прослушивается шум винтов, предположительно эсминец. И уже через несколько минут слева 120. Шум винтов. Транспорт. Терпению ожидания шанса Михаил Гришилов научился в детстве. Родился он в 1912 году в деревне Будановка недалеко от Курска. Через 2 года грянула Первая мировая война. Отец Мишки вернулся с нее инвалидом, стал сильно выпивать. Заботу о матери Мишки и его сестре взял на себя дед Фома. Мишка с детства помогал по хозяйству деду. Иногда тот брал внука в ночное и долгими ночами рассказывал мальчишке о прапрадеде, участнике Крымской войны 1853-54 годов. Рассказы деда будоражили воображение курского мальчишки, битвы кораблей под Синопом, героическая оборона Севастополя. Мог ли Мишка тогда знать, что сам будет воевать в тех местах? В 1929 году Михаил Гришилов окончил школу и поступил в Курский учительский техникум, но учился в нем недолго. По разнарядке комсомольской организации он отправился учиться в ФЗУ на электрика. Карьера молодого электрика складывалась неплохо. К 18 годам он стал уже сменным мастером, но ему хотелось идти дальше, узнавать больше. В июне 1933 года Михаил стал курсантом военно-морского училища имени Фрунзе в Ленинграде. Его определили в штурманский дивизион подводного сектора училища. И летом 1937 года Гришилов получил лейтенантские нашивки. 30-е годы прошлого века были временем масштабного строительства флота. Кадров не хватало катастрофически, поэтому карьера молодых командиров, в том числе и Михаила Гришилова, развивалась стремительно. В июне 1940 года Гришилов стал командиром подлодки типа «Малютка» с номером М-35. В момент назначения Гришилова командиром М-35 еще достраивалась и была введена в строй весной 1941 года. Так что до начала войны она успела сделать лишь 1 учебный выход в море, а уже 22 июня участвовала в отражении воздушного налета на Севастополь. Михаил Гришилов – один из немногих подводников, кто смог уцелеть, воюя с первого дня войны до последнего, хотя уже в первом боевом походе он мог погибнуть несколько раз. В этот поход М-35 вышла на 4-й день войны, 26 июня 1941 года. Накануне немецкие самолеты заминировали бухты Севастополя. М-35 прошла у Константиновского мыса, а шедший следом эскадренный миноносец подорвался на мине. В ту же ночь в густом тумане М-35 приняла за вражескую другая подводная лодка М-33 и была готова ее торпедировать. Гришилов приказал выполнить маневр уклонения. В первые 5 боевых выходов М-35 несла дозор возле своего побережья. Но румынские транспорты не рисковали подходить к нашим берегам, предпочитая курсировать вдоль своего побережья под защитой авиации и береговой артиллерии. Чувство собственного бессилия захлестывало Гришилова. Вместо того, чтобы бить врага в его логове, он нес службу у своих берегов. Он просил направить его к вражеским коммуникациям, но лишь в середине октября, когда пала Одесса, М-35 отправилась к берегам Румынии. 18 октября 1941 года Гришилов атаковал конвой из 3 буксиров и 2 барж, но торпеды к его великой досаде прошли под килем баржи, которая имела маленькую осадку. Такая беда преследовала все наши подводные силы в годы войны. Дело в том, что торпеды того времени вообще не могли ходить уверенно на глубине меньше 2 метров, а эти все баржи имели осадку меньше 2 метров. В следующем походе 26 октября 1941 года севернее Констанцы М-35 обнаружила 3 буксира с 2 паромами каждый.
Учитывая горький опыт прошлой атаки, Гришилов принял дерзкое решение – атаковать цели артиллерийским огнем с надводного положения. Дождавшись темноты, лодка всплыла и начала догонять конвой. В последний момент лодку заметили с буксира и начали запрашивать ее семафором, но Гришилов приказал продолжать движение, не отвечая. Немецкая охрана ничего не предпринимала, приняв лодку за свой катер. Никому и в голову не могло прийти, что советская субмарина может открыто атаковать на виду, у берега, рядом с военно-морскими базами. Когда до крайнего парома оставалось менее 500 метров, Гришилов приказал открыть огонь. Бой длился 27 минут, пока не подошли катера противника, и лодке пришлось срочно погружаться. Во время атаки перепуганная команда румынского буксира обрубила буксирные концы и бросила беспомощные паромы в море. Это был первый случай в истории Великой Отечественной войны, когда подводная лодка потопила вражеское судно артиллерийским вооружением. Осенью 1941 года немцы вплотную подошли к Севастополю. Их дальнобойные орудия могли обстреливать основные бухты главной базы Черноморского флота. Поэтому наш флот был перебазирован в кавказские порты Батуми и Поти. Малютки из-за малого радиуса действия практически не выходили к вражеским коммуникациям. Гришилов не находил себе места, страдая от бездействия. Зимой и весной 1942 года М-35 выполнила несколько разведывательных походов к побережью в районе Севастополя и Саки. В одном из них с лодки была наведена авиация на прибрежный немецкий аэродром. В ходе налета были уничтожены более 20 самолетов противника. 21 октября 1942 года вблизи румынского порта Сулина Гришилов обнаружил очередной конвой противника, состоявшего из крупного по черноморским меркам судна под охраной сторожевого корабля, канонерской лодки и 2 катеров-охотников. Выпущенные малюткой торпеды нашли цель. Взрыв вражеского судна оказался настолько мощным, что в лодке лопнули лампы освещения и вышла из строя гидроакустическая станция. Румынские корабли охранения ринулись в сторону оглохшей лодки. 30 глубинных бомб сбросили они, но Гришилов сразу после атаки успел увести субмарину на несколько сотен метров. Это и спасло жизнь экипажа. Через 3 часа акустики починили станцию, и Гришилов вывел лодку из опасного района, прикрываясь шумами вражеских кораблей. После войны из румынских документов станет известно, что в тот день Гришилов отправил на дно немецкий танкер «Ле Прогресс», который перевозил 348 тонн нефти и 149 тонн бензина. За атаку Гришилов был удостоен боевой награды Ордена Красного Знамени, а его малютка представлена к присвоению звания гвардейской. Сразу же после возвращения из похода Гришилова назначили командиром более мощной подводной лодки «Ща-215». Летом 1943 года «Ща-215» выполнила несколько боевых походов, а в августе этого же года наступил звездный час Гришилова, когда после 5 суток ожидания он обнаружил транспорт «Тисбе» в окружении мощного конвоя. Пропустив корабли охранения над собой, Гришилов скомандовал «Пли», и 4 торпеды понеслись к цели. От мощных взрывов немецкий транспорт развалился и камнем пошел ко дну. Корабли охранения бомбили район больше 4 часов, даже не подозревая, что лодка лежит совсем рядом с обломками транспорта. Когда вражеские корабли ушли, Ща-215 взяла курс домой. Потопление Тисбе стало огромным стратегическим успехом, не оставшимся незамеченным даже за рубежом. Спустя пару месяцев правительство США наградило Гришилова морским крестом, высшим военно-морским орденом, которым отмечено всего пара десятков иностранных граждан. Любопытно, что проведенные впоследствии расчеты показали, что из хромовой руды, находившейся на потопленном транспорте, немцы могли изготовить 87 тысяч тонн высококачественной бронированной стали. Учитывая, что изготовление одного «Тигра» требовало около 50 тонн бронированной стали, немцы в 1943-45 могли изготовить из этого объема руды около 1700 танков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с фашистскими захватчиками по освобождению Крыма и проявленное при этом геройство Гришилову Михаилу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
Запредельные перегрузки сказались на здоровье легендарного подводника. Несколько месяцев в конце 1944-го он восстанавливался в Кисловодском санатории, а затем вернулся в Севастополь и приступил к исполнению своих новых обязанностей. В январе 1945-го прошла очередная реорганизация подводных сил, и Михаил Васильевич был назначен начштаба 5-го дивизиона подводных лодок Черноморского флота. После войны Гришилов окончил военно-морскую академию имени Ворошилова, долгие годы служил на Черноморском флоте на командных должностях, затем работал в составе научно-исследовательской группы при главнокомандующем ВМФ СССР, старшим инженером в Институте акустики Академии наук. Уйдя на заслуженный отдых, Михаил Васильевич тесно поддерживал связи с боевыми друзьями, много выступал в печати, работал в ветеранских организациях, охотно встречался с молодежью. Умер Михаил Васильевич Гришилов 8 марта 2004 года на 92-м году жизни. Имя его занесено на стелу героям-курянам на Красной площади Курска. На здании Курского педагогического колледжа силами членов Курского морского клуба «Кают-компания» установлена памятная доска в его честь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!